Я вспомнил свое детство, 57-й, 59-й, 60-е годы, можно сказать, и самые счастливые годы нашего народа, потому что наш народ вернулся с выселения в 57 году, где провели почти что 13 лет, можно сказать, вдали от родины, и в Сибири, и в Казахстане, в разных местах. В то время, конечно, когда наш народ вернулся, на территории нашей республики, Чеченской земле, жили украинцы. Украинцы тоже были из разных мест Запорожья, в основном переселенцами. И, конечно, они за 13-14 лет привыкли у нас жить, потому что наша земля была очень плодородная. Поэтому они уже привыкли, мы вернулись по указанию в то время Хрущева, первого секретаря Союза Советской Социалистической Республики. И, конечно, тяжело они отсюда уходили, а нам бы хотелось в то время побыстрее заселить свои родные дома, где жили наши предки, где жили наши родители. Свою мать хочу помнить, потому что все хорошее, все, чем вот наши матеря работали, они для чего работали? Чтобы нас накормить, напоить. Это тяжелые годы, мы не выбирали еду. Но самые приятные минуты были, когда целый день на улице бегаешь и приходишь уставший домой, и видишь, что твоя мать кушать готовит. Смотришь на все это, и быстрее бы хотелось покушать. И не спрашивали, вот сейчас спрашивают, а что готовишь, а что будут кушать. Не было, ничего не заказывали, я хочу это, я хочу другое. То, что тебе давала мать, то, что она готовила, и таким с удовольствием кушал. И вот то, что вот сколько времени прошло, мне уже за 60, скоро 65 будет. Вот я не могу забыть ту еду, которой нас кормила моя мать, моя бабушка. В те трудные годы, конечно, очень бы не хотелось бы, чтобы эти годы возвращались. Очень хочется, чтобы на земле люди жили дружно, чтобы не воевали друг с другом, потому что война – это очень страшное дело, это очень тяжело, потому что война – это кровь, война – это убийство, жестокость. Поэтому, конечно, хотя сейчас вот в разных местах начинают войны, тот, кто не пережил вот это все, не поймет это. Сейчас народ живет хорошо. Есть сейчас свободные поля, где мы можем сажать и картошку, и хлеб. И кто работает, тот и есть, как говорится. Например, посадил одну картошку, забираешь несколько картошек. Посадил, например, чеснок, тоже чеснок размножает. Поэтому надо трудиться. То, что люди зарабатывают там, бывает обманным путем большие деньги, они, как сказать, счастья не приносят. Потому что каждой семье раздоры бывают, когда много денег заработал. Одному дал только, другому дал только. И каждый думает, что я тебе больше дал, а ему меньше дал. А то, что ты честным трудом зарабатываешь, работаешь, потеешь, собираешь свой урожай, вот это самое, можно сказать, дорогое удовольствие. Дядя Адам. Сталик, а что вы делаете, скажите мне, пожалуйста, что вы собираетесь делать? Мясо мариную. Шашлык давно мы не ели. Шашлык? На Кавказ приехали.
За столько дней шашлык не кушали? Вот об этом мы, честно сказать, и думали. Когда же наступит тот день, когда мы будем кушать шашлык? Сейчас я замариную. До завтра мясо постоит. Хорошенько замаринуется. Я буду мариновать его по старым кавказским обычаям. Завтра мы вместе с вами, иншаллах, приготовим. И мы будем пробовать. Мясо, я вам скажу честно, чеченцы очень сильно любят мясо. Отличный шашлык сделаю. Барашек такой, какой надо. Люди добросовестно вырастили баранину. Вот это самое главное. На чистом поле кушать, когда траву, на траве всегда вот эти бараны или там коровы, лошади, которые пасутся на зеленом траве. Вот у нас есть альпийские луга, там очень много тоже животноводства обычно там, и коров держат, и, Посмотрите, какое мясо. и Это баранов держат. мясо на выставку надо нести. В Париж на выставку надо отвезти, показывать такое мясо. Полюбуйтесь, какое мясо. Посмотрите. Это специально для шашлыка, наверное, да? Смотри, какое. Видишь, как оно? О! Дядя Адам, вы шашлык как любите? Кусочки помельче, средние, крупные, какие? Среднее. Хорошо. А шашлык вы как делаете? Что добавляете? Просто интересно мне, конечно. Вот вы, дядя Адам, между прочим, интересный вопрос задали. Я вам отвечу словами моего учителя. Но у каждого человека где-то в каждой какой-то сфере был или есть учитель. Насчет шашлыка, несмотря на то, что я готовил его, можно сказать, с отцом там, с самого детства ел, много раз видел как, но мой учитель встретился мне в Ташкенте, в одном небольшом азербайджанском кафе в районе, который называется Тизиковка. Там работал шашлычником мужчина-азербайджанец, ну, примерно вашего возраста, да, так вот. Да, ну, конечно, тогда он моложе был, это было лет 20, больше 20 лет назад. И он мне говорит: Сталик, вот если этого барашка нам для еды создал Аллах, что ты можешь добавить к этому барану, кроме вот этой щепотки соли? Вот я беру щепотку соли и добавляю. У него такое отношение было к делу. Ничего кроме соли не добавлял. Некоторые вопросы задают: ну из какого же мяса самый лучший, самый правильный шашлык? Ну то мясо, которое есть, то и самое лучшее сегодня. Иногда я готовлю только из баранины, иногда готовлю только из говядины. Но люблю, чтобы на столе было и баранина, и говядина. Если есть еще курочку, можно положить. Если есть еще утку, можно положить. Говядины у нас немного получилось. Сколько здесь? Килограмма 1,5. Я очень умеренно, очень осторожно добавляю некоторые специи. Специи, которые я люблю. Немного кориандра, кинзы. Черный перец. Поменьше чуть-чуть. Немного зиры. Уксус налью прямо сюда, прямо в лук. Некоторые для размягчения, помимо уксуса, добавляют еще и соду. Понимаете, что получается? Происходит реакция. Если уксус проник в мясо, если сода проникла в мясо, то как бы вот эти вот пузырьки углекислого газа раздвигают волокна мясные. Но мне этот способ не нравится. Лучше всего выбрать мягкое мясо, чем пытаться его размягчить. То еще киви размягчают. Вообще ужас. Вы что? Вот на что получается. Видите? Давлю. Вот бежит сок.
Вот самый лучший маринад. Вот. Потому что если просто переложить мясо луком, ну и что? Луковый сок внутри лука и остался. Что он даст? Да ничего он не даст мясу. А вот так все, что надо. Накрываем луком. Шашлык луком не испортишь. Накрываю миской. Надо будет придавить. А сверху еще груз. И вот так наш шашлык будет стоять, мариноваться. До завтра. До обеда. Ну, либо до того часа, как проголодаемся. Когда проголодаемся, тогда разведем уголь в мангале, возьмем шампуры и приготовим вместе с дядей Адамом самый лучший по всему Северному Кавказу шашлык. Приезжайте соревноваться. Сталин, А, что это за ветки? это от тутовника ветки. Тутовник растет. Мгм. Сорвал немножко ветки. Хочу на этих ветках шашлык приготовить. М, Вот я думаю, раньше же не было от этих мгм. шампуров металлических. Да, да, Раньше да, все да, это готовили на деревянных шампурах. Это я помню. Это я хорошо помню. Человек в любых условиях, Мгм. хоть в лесу, хоть в горах, если у него есть где огонь сделать, рядом есть палочки хотя бы любые, Мгм. чтобы мясо посадить на него, он может кушать шашлык. Тутовник дерево приятное, от него запах хороший будет. Говорят, ореховые веточки очень хорошие. Когда-то я в детстве в сказках читал узбекские сказки, что он залез, там один вор к хану во двор, Мгм. смотрит, у него в пруду плавают лебеди. Он лебедя поймал, от ивы взял палочки и жарил шашлык и кушал лебедя. Ну и как там потом хан его поймал, что-то, в общем-то, какая-то такая история. Есть сказки, все богатыри знают, всегда рассказывают про них, что вот взять, например, один сильный человек, богатырь, сел одного барана и, говорит, вышел, говорит, на борьбу с каким-то, говорит, монгольской, татарской нашествие было. В Да. мире тоже были сильные люди. Вышел, говорит, один, говорит, джигит. И, говорит, поднял того, говорит, бросил, говорит, об землю стукнул. Всегда, говорит, это мясо как бы силу набирает человек. И всегда вот эти сказки. Вот так и потрогайте говорят. рукой, она же дерево То еще съел живое. мясо. Она, видите, липкая чуть-чуть, да, да? да, да, Липкая. да, да. Вот мне интересно, как она на вкус мяса повлияет на самом деле. Поэтому я половину шашлыка сделаю на таких палочках, Мгм, мгм. половину шашлыка на простых металлических палочках сделаем, как всегда. Мгм. Ибрагим, брат, можешь помочь вот это вот, а? Давай так вот палочки, вот здесь садись навет, садись вот здесь вот, садись. Я тебе дам. Вот так вот, чтобы вот такой длины было. На, ты вот это делай, а я пойду мясо насаживать буду. Слушай, вот эту тонкую часть отрезай. Вот более-менее такую вот эту часть отсюда до сюда хорошо пойдет. Вот туда будешь сейчас одевать, да? Попробую, получится или нет. Вот это у меня говядина. М, Здесь баранина. Мяса достаточно. Нормальное количество Самое мяса. главное, чтобы мясо хорошее было.
И чтобы она для всех хватило. Еда, когда от души на всех хватает. Сколько раз я замечал, когда еды много, ну, поедят люди. Иногда бывает еды немного. Вот, ну, вот такое вот блюдо, там 3-4 человека собирается. И люди кушают, наедаются, и еще останется. Когда вы плов делали, помните, говорили, а это для всех хватит, интересно. И представляете себе, столько народу схватило и даже осталось. Это так. Вот это я, честно говоря, в первый раз делаю. Да? Да. И у нас здесь обстановка такая. Мы находимся в саду прекрасном, беседуем. Шашлык превратился в блюдо такое, ну, можно сказать, ресторанное какое-то. Раньше же шашлык так не готовили. Ну, да, на базарах готовили, наверное, на базарах продавали. А в основном люди, если для себя готовили шашлык, это когда другой возможности приготовить еду не было. Ну вот, допустим, сидят охранники, что-то там охраняют, да? А они же кушать должны что-то. Конечно. И еще они не должны спать. И не должны замерзнуть. Вот они костер жгут. У каждого одна палочка есть. Одна палочка. Он сюда на кончик этой палочки, ну, 2 от силы, 3 куска. Может, 1 кусочек мяса поставит. Сидит над костром, жарит. Не спеша. 15-20 минут жарит. Съест этот кусок мяса. А пока жарится мясо, разговаривают друг с другом. Этот кусочек мяса съел, давай следующий кусочек мяса. Посадят на шампур. Еще 15-20 минут. Кушает пока. Чай пьет. А вот в Чечне Рамзан Кадыров думал такой праздник, соревнования, шашлык-машлык. Я в прошлом году приезжал на этот праздник, познакомился со многими ребятами местными, чеченскими, подружился. Меня пригласили в качестве судьи соревнования. Там как соревнование будет, кто лучше приготовит шашлык. Вот, ну и вот я смотрел, кто как готовит. Знаете, а победила одна женщина. Да ты что? Казалось бы, шашлык – мужское блюдо. Одна женщина очень хорошо приготовила. И еще ребята, по-моему, они были из Кабардино-Балкарии. Они тоже хорошо приготовили шашлык. Они хорошо приготовили шашлык, и у них вышли одинаковые баллы. Всю площадь спросили, ну давайте, кому отдадим первое место? Вот этой женщине или вот этим ребятам? Эти ребята вышли и сказали первое место этой женщине. Вот, Они молодцы. джигиты. Они молодцы. Вот вы как в детстве, в молодости, много вы шашлык ели? Вы знаете, мой отец любил делать шашлык. Его друзья. Мы обычно, когда они шашлык делали, не каждый раз, но бывало вот такое, мы на всю жизнь запомнили, потому что всегда такой запах, хороший запах. И таким с удовольствием, нюхая вот этот запах, ждали, когда будет готов шашлык, и думали, сколько кому достанется этот горячий шашлык. Так. Вот эти вот как попробовал, так понравился. Спасибо. И вот всю жизнь хочу шашлык. Полюбили с детства? Мне, да, с детства полюбили. И вот, когда вы сказали, что будете делать шашлык, целый день я не ел. И на улице я сидел, там много думаю, вот когда будет готово, наверное, меня позовут, я попробую этот шашлык. Зачем тогда готовить шашлык, если не позвать аксакалов, если не позвать уважаемых людей? Я молодой еще был, а у нас
соседка была, пожилая женщина русская, Анна Тихоновна. А там был такой общий двор, вот так вот, ну, как несколько комнат, как квартир. И в одной из квартир мы жили. А напротив Анна Тихоновна была. Мой сын, как выбежит во двор, сразу к ней бежит, очень ее любил. А я выхожу во двор шашлык делать. Анна Тихоновна сидит, смотрит, запах нюхает. А я же знаю, что хоть старый человек, хоть маленький ребенок, что вкусное почувствует, это хочется. Да, 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 да. И я всегда такую вот палочку, вы говорите, вот это много на одного человека. Одну такую палочку я беру, посылаю Анне Тихоновне. Анна Тихоновна говорит, давайте вот попробуйте шашлык. Первую палочку ей даю. Она попробует, довольная останется. И нам-то хватит, и всем хватит. Но сделать приятное для ребенка и сделать приятное для старика, для старшего, я считаю, что это хорошее дело. Это очень хорошее дело, потому что и маленький ребенок, и старый человек почти что одинаковые. Говорят, вот стареет человек, превращается, говорит, в большого ребенка. Это тот превращается в большого ребенка, у которого душа чистая. Если у человека Это душа тоже. грязная, он к старости еще хуже станет, чем был в молодости. Кроме того, вот мы сейчас с вами занимаемся этим, и у нас с вами идет такая сладкая беседа, приятная беседа. А если бы мы это не занимались, мы бы что? Наверное, телевизор включили бы, да? Да, смотрели бы телевизор. А друг с другом Да. бы не разговаривали. Вот это вы точно правильно говорите. И говорить охота, и разговаривать охота. Потому что вот тем, где вот сейчас вы одеваете шашлык, знаете, что скоро вы их положите туда, будете жарить, а потом, когда они пожарятся, тогда вообще будут хорошие разговоры. И большим с удовольствием будем кушать шашлык. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Какой хороший вечер. Погода хорошая. Ни жарко, ни холодно. Ветра нет, дождя нет. Мангал горит. Уголь яркий. Что еще надо человеку для счастья, скажите? Хорошая погода и хороший шашлык. Вот парень молодой, Ибрагим, а правильно говорит. Хороших друзей надо. Хороших друзей. Интересно мне узнать, хотя бы один человек есть в мире, который сам для себя один человек готовит шашлык. По-моему, шашлык такое блюдо, которое готовят для других людей. Ну, для себя тоже, но обязательно кого-то надо позвать, чтобы рядом присутствовали хорошие люди. Вот я, дядя Адам, я распределяю уголь немножко так ближе к краям, середина пустая остается. Почему? Почему я хотел сказать? Ведь так вот, если ровно сделаешь, кладешь, в середине всегда быстро приготовится, а на краях
остается сырой. Мгм. А так более равномерно пожарится. Давайте начнем с бараньего. Бараний шашлык жирненький. Жир даст, потом его сюда поставим. Потом оттуда сюда будешь переставлять? А почему? А здесь сильнее уголь, а здесь слабее. Мы М. сейчас здесь его красным сделаем, шашлык. А там будет стоять, доходить до готовности. М. Это везде так делают? Ну не везде, но я же, вы понимаете, я же чуть-чуть по-особенному делаю. М. Тарик, можно я чуть-чуть покручу? А зачем у нас стереомангал? Конечно, нужно, чтобы вы крутили. Я тоже хочу попробовать. Вот никогда не думал, что я аксакала кавказца буду учить, как делать шашлык. Старики, как вы его быстро переубедили? Вот только вчера он говорил, что больше любит есть, чем готовит, а сегодня он уже Готовить. готовит. Принимает участие, так сказать. Потому что я люблю готовить. А любовь – дело заразное. Понимаешь? Говорят, с кем поведешься, от того наберешься. Ибрам, А? ты умеешь шашлыки жарить? Я как бы имитировать умею, но рядом, когда такой учитель... Перестань, ты умеешь готовить хорошо. Умеет? Я видел фотографии, Да? он готовит. Он готовит. Он, во-первых, умный парень. Он не спорит, а слушает. Да? И пробует приготовить. Пробует приготовить, и у него получается хорошо. Если он что-то сам придумает, он мне скажет, я вот так придумал. Посоветуется со мной. А что можно придумать, вот шашлык, обыкновенный шашлык? Что нового можно добавить или придумать? до шашлыка? Что вы, дядя Адам, дядя Адам. Музыканты у нас на днях в гостях были. Мгм. У них всего 7 нот. А сколько песен? Много. И так и мы. Ну, продукты, да. Ну, есть курица, есть баранина, есть говядина, есть телятина. От любого от баранины есть ребрышки, есть мякоть. Можно фарш сделать, можно с овощами сделать, можно взять фарш в овощи, нафаршировать и поставить как шашлык пожарить. Можно из утки приготовить шашлык, очень вкусный получается. Из рыбы, разные маринады, разные формы. Мы делаем сегодня самое простое, самую такую народную форму шашлыка. Как народ любит. Самая простая, но это так тысячелетиями люди готовили. И этот шашлык все народы в мире в той или иной степени готовят шашлык. Некоторые считают, что шашлык это только кавказское блюдо, только мусульманское блюдо. Слово шашлык пытаются разгадать, перевести на другие языки. То, что мы с вами деревянный шампур сделали, если хоть по-азербайджански, хоть по-татарски сказать, по-крымски-татарски, по-турецки сказать, будет шиш. А шишлык, значит, то, что приготовлено на вертеле, то, что приготовлено на шише. Шишлык. А чей Буквально это слово? шишлык это, ну, это тюркское слово. Тюркское слово. Лик это суффикс, обозначающий причастность вот к этому, к стержню, к шампуру. Сохранилось, например, в исторических документах меню по случаю там Ивана Грозного, когда он царем стал, что готовили. И там, значит, написано там верченое, мясо верченое. То есть вот на вертеле крутили над огнем и готовили. То есть и в России даже готовили. Вот. Ну, потом, видать, не знаю, то ли у них как-то в России это из моды вышло, то ли что. Но стали жить вместе с кавказцами. В свое время завоевали Крым. И снова шашлык потихоньку вошел в моду.
Хотя раньше у них тоже это было. У русских, имею в виду. Не то, что в России. Мы сейчас тоже в России находимся. Но это другая часть России. Это Кавказ. Это особая часть России. По России едешь на машине. Можешь день ехать, 2 дня ехать, 3 дня ехать. 6 дней можно ехать. Это все будет Россия. Она не кончается. А по Кавказу едешь, каждые 30, 50, 100 километров новая республика. Новая республика, да. Новый язык, новый костюм национальный, новые обычаи, другие блюда. И это мы еще... А лица одинаковые. Ну, не всегда. Кавказские лица. Не всегда. Ну да, лицо кавказской национальности, оно везде. Давай, дядя Адам. О, пожар, пожар, пожар. Понимаешь, Ибрагим, ну вот эти вот вещи, вот тут у нас загорелось, можно было бы и не показывать. Мы же можем вырезать в любой момент. У нас видеомонтаж. А зачем вырезать? Все по-честному показываем. Иногда бывает. Ну, спиртнуло, ну и что? Ну и что? Мясо же не сгорело, мы его же убрали в сторонку, и все. Да. Уже пора думать, не готов ли наш шашлык. Дядя Адам, я покажу как. Я проверяю, я трогаю. Вот этот шашлык уже, вот это вот мясо уже близко к готовности. Я его трогаю, оно уже более упругое стало. А вот это вот внутри еще видно, что оно еще мягкое. Видишь, как мягкое еще, очень мягкое. Это вот еще не готовый. Потрогайте. Он внутри чувствуется, что он еще сырой. Мягкое. Как будто сырое мясо. Когда мясо готовое, оно чуть-чуть потверже будет. Чуть-чуть потверже. И чем дольше его будешь готовить, тем больше оно будет твердеть. И чем больше ты его готовишь, тем больше мясного сока из него выйдет и упадет в уголь. И тем бесполезнее мясо становится, потому что польза от мяса – его белок. А белок в мясе содержится в виде сока. И вот народ, простой народ, в отличие от слишком грамотных, простой народ это всегда понимал. Есть азербайджанская пословица, я скажу по-азербайджански. Кебаб ганлы, джигит джанлы. Кебаб сочный, даже говорят кровавый, а джигит здоровый. Так, у нас все смешалось. Уже где баранина, где говядина. Сталик, Все можно кушать. знаете, что мой дед говорил? Он всегда мясо вот переготовленное не ел он. И когда вот его спрашивали, вот его Башир звали, Башир, вот почему вы мясо, ну по-нашему, сырое едите? Но он всегда им говорил, волк никогда мясо не жарит, говорил. Волк сырым кушает. Вот у тебя дед был толковый парень, твой дед был. Не стало твоего деда. Есть другие старики. Приходи к ним, посиди, поговори, спрашивай, узнавай, что они скажут о старых временах. Историю Великой Отечественной войны, например, я не по книгам учил, а по рассказам старых людей. Что они мне рассказали, я это запомнил. А они мне не врали. Зачем им врать? Поэтому я знаю, что такое война. К сожалению, вам пришлось узнать тоже, что такое война. Любой, я думаю, чеченец и любой человек, который знает, что такое война, должен сказать, не дай Бог, не надо. Живите мирно, живите дружно. Своя земля есть, на своей земле живите. Есть установленные границы между странами. Не переходи границу. В гости приходи. Приходи в гости, мы тебе шашлык сделаем, мы тебе плов сделаем, жижик-галнаш сделаем. Иди по горам прогуляйся. Но на чужой каравай рот не разевай. Если даже ты в гостях у другого народа,
ты должен уважать их обычаи, традиции, культуру. Конечно. Бывает, приезжают люди, которые не умеют вести себя. Что принято, что не принято, что по обычаям можно, что нельзя. Изучи обычаи, научись хоть здороваться на этом языке, Да. научись хоть говорить спасибо на этом языке, и будешь самым дорогим гостем, самым лучшим, самым желанным. Ну что, друзья, вот видите как, поговорили часок, посидели при хорошей погоде возле мангала, сладкий дым понюхали, наш шашлык готов. Ибрагим, давай блюдо. Я уже научился хотя бы переворачивать вовремя. Стали, когда я на рынок хожу, где вот азербайджанцы занимаются торговлей, я когда цену спрашиваю, да, я всегда говорю: салам гардаш, бун ничеды. И они-то сразу улыбаются. И уже другая скидка для меня бывает. Конечно, надо быть приветливым ко всем людям. Вчера, помнишь, мы с тобой встречали, ребят, марш вогель говорили. Марш вогель. Это Марш приходите вогель, да. свободными. Приходи свободным. И шашлык. Аминь. это- Пойдем кушать. Когда шашлык кушаешь, всегда вспоминаешь самые лучшие годы своей жизни. Потому что любое мероприятие, хорошее мероприятие, когда собираются друзья, день рождения какой-то, еще какой-то праздник, всегда делаешь шашлыки. Попробуйте, ребята. Без шашлыков не Да. бывает праздника, полный праздник. Шашлыками это хороший, веселый праздник. Ну вот такой шашлык, Дядя который Адам. делал мой друг Ну-ка вы Сталин, попробуйте я первый. впервые буду пробовать. Давай, берите. Сначала с железных палочек попробуем, потом с деревянных палочек попробуем. М, Дядя Адам, держите палочку. Вчера у нас был с вами разговор. Как правильно? С палочки кушать или снимать с палочки и потом кушать? Я вам скажу одно, я люблю кушать в палочке. Я тоже попробую. Давайте. Могу ли я? Ислам, бери. Палочку бери. Не стесняйся. Ну, каждый пробует, как он хочет. Адам, вот смотри, чем, видите, вот сок выходит. Вот чем больше жаришь, вот этот сок, он больше выходит из шашлыка. И тем суше он становится. Правильно говорю? Правильно говорит. Слушайте, понюхайте палочки. Есть запах от палочки? Да. Есть, есть. Откуси еще. Чего ты стесняешься? Взял я уже. Видите, какие чеченцы, когда они дома, на родине, какие скромные ребята бывают. Жирненький кусочек вкуснее бывает, а? Ну, что, ребята, съемочная группа, давайте. Присоединяйтесь к нам. Подходите, ребята, подходите, пока горячо. Идем. А как есть? Вам так Ну, есть? как хочешь, сними, хочешь, так ешь. Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах
Но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.